Семья Андерсонов была идеальной семьей, о которой мечтают многие. Роберт и Эмили, родители троих детей, всегда стремились к приключениям. Их дети, Лукас, Мия и маленькая Софи, росли в атмосфере любви и путешествий. Каждый год они отправлялись в новое место, чтобы исследовать мир. В 2018 году их выбор пал на джунгли Южной Америки, где они планировали погрузиться в дикую природу Амазонки. Первые дни их путешествия были наполнены радостью. Они делились фотографиями густых лесов, ярких попугаев и рек, которые казались бесконечными. Но внезапно их обновления прекратились. Ни звонков, ни сообщений, ни следов. Семья Андерсонов исчезла. Родственники забили тревогу. Местные власти организовали поиски, но джунгли Амазонки оказались непроницаемыми. Дни превратились в недели, недели в месяцы, а затем в годы. Семью Андерсонов объявили пропавшей без вести. Их история стала одной из многих загадок Амазонки. Прошло 5 лет. Утро в посольстве США в Манаусе, Бразилия, началось как обычно. Но все изменилось, когда сотрудники получили звонок от местных властей. На отдаленном посту появилась девочка. Она была изможденной, в лохмотьях и едва могла говорить. Ее звали Софи Андерсон. Новость о том, что младшая дочь Андерсонов жива, шокировала всех. Софи, которой было всего 8 лет, когда она исчезла, теперь выглядела как тень самой себя. Ее одежда была порвана, волосы коротко обрезаны, а глаза полны страха. Но это была она. Родственники Софи, ее дедушка Марк и двоюродная сестра Франческа немедленно вылетели в Бразилию. Когда они увидели Софи, их сердца разрывались от боли. Она была не та жизнерадостная девочка, которую они помнят. Но когда Софи увидела дедушку, она бросилась к нему в объятия. Софи начала рассказывать свою историю, но ее слова были обрывочными. Она говорила о людях, которые помогли ей, и о своей семье, упоминая их в настоящем времени. «Они все еще там, но они больны», — сказала она. Эти слова заставили Марка и Франческу задуматься. Могла ли остальная часть семьи Андерсона все еще быть жива? Софи настаивала на том, чтобы вернуться в джунгли. Она знала путь, и ее уверенность была пугающей. Марк и Франческа, несмотря на свои сомнения, согласились. Они отправились вглубь джунглей, следуя за Софи, которая, казалось, знала каждый уголок этого опасного места. Софи вела Марка и Франческа через густые джунгли. Ее уверенность в каждом шаге поражала. Она двигалась так, будто знала каждый камень, каждое дерево. Но чем глубже они заходили, тем больше странных вещей они замечали. На ветвях деревьев висели обрывки ткани, похожие на одежду. На земле лежал ржавый металлический котелок. Франческа подняла его и показала Марку. «Это был их», — сказала она. «Они были здесь». Софи не останавливалась. Она шла вперед, словно ведомая невидимой силой. Наконец они вышли к небольшой поляне. Софи остановилась и указала вперед. «Там», — сказала она тихо. Марк и Франческа посмотрели в указанном направлении. Среди деревьев они увидели хижины, сделанные из листьев и дерева. Это была деревня, скрытая от всего мира. Люди, жившие здесь, выглядели так, будто время остановилось для них. Софи подошла к одному из жителей и заговорила на их языке. Ее слова были мягкими, но уверенными. Жители деревни смотрели на Марка и Франческа с подозрением, но Софи, казалось, заслужила их доверие. И тут они увидели их. Роберт, Эмили, Лукас и Мия. Они были живы, но едва узнаваемы. Их тела были истощены, кожа покрыта шрамами, а глаза полны боли. Марк и Франческа не могли сдержать слез. Но радость встречи была омрачена одним вопросом. Почему они не вернулись раньше? И что за тайна скрывается в этой затерянной деревне? София объяснила Марку и Франческе.
что семья Андерсонов была найдена жителями деревни много лет назад, они были на грани смерти, но местные жители спасли их. Семья научилась выживать в джунглях, но их здоровье ухудшалось с каждым годом. Роберт и Эмили рассказали, как они пытались найти путь домой, но джунгли были непроходимыми. Они приняли свою новую жизнь, но мечтали о возвращении. Однако все изменилось, когда в деревню пришла загадочная болезнь. Люди начали болеть. Сначала это был просто кашель, потом лихорадка, а затем слабость, которая не позволяла им вставать с постели. Софи рассказала, что многие жители деревни умерли, а те, кто выжил, были слишком слабы, чтобы помочь другим. Семья Андерсонов тоже заболела. Эмили не могла вставать, Лукас и Мия едва ходили, а Роберт с трудом дышал. Софи была единственной, кто оставался относительно здоровой. Она ухаживала за своей семьей, но понимала, что без помощи они все умрут. И тогда Софи решилась на отчаянный шаг. Она покинула деревню, чтобы найти помощь. Ее путь через джунгли был полон опасностей, но она знала, что другого выхода нет. Теперь, когда Марк и Франческа были здесь, они могли помочь. Но Софи предупредила их. В деревне есть тайна, о которой она не рассказала. Что-то, что может изменить все. Лукас подошел к Франческе и Марку, когда Софи ненадолго вышла. Его лицо было серьезным, а голос дрожал. «Есть кое-что, о чем Софи не рассказала вам», — сказал он. «Болезнь, которая поразила деревню не случайно». Он объяснил, что несколько месяцев назад Софи отправилась вглубь джунглей, чтобы найти лекарство. Там она обнаружила нечто ужасное. Вверх по течению реки, которая снабжала деревню водой, находилась незаконная шахта. Люди сбрасывали химические отходы прямо в воду. Софи нашла ржавую металлическую бирку с логотипом компании. Она принесла ее с собой, чтобы показать Марку и Франческе. Это было доказательство того, что деревня и семья Андерсонов стали жертвами человеческой жадности. Марк и Франческа были в шоке. Они поняли, что болезнь, которая убивала жителей деревни, была вызвана отравленной водой. Но самое страшное было впереди. Софи рассказала, что шахта все еще работает, и люди, которые там трудятся, даже не подозревают, что творят. Теперь у Марка и Франчески была новая миссия. Они должны были не только спасти семью Андерсонов, но и остановить тех, кто уничтожал джунгли и их жителей. Марк и Франческа действовали быстро. Они связались с местными властями и международными организациями, чтобы помочь деревне. Врачи прибыли на вертолетах, привезя с собой лекарства, чистую воду и медицинское оборудование. Жители деревни, включая семью Андерсонов, начали получать лечение. Эмили, Роберт, Лукас и Мия постепенно приходили в себя, но их выздоровление было медленным. София оставалась рядом с ними, поддерживая их своей силой и надеждой. Тем временем Марк и Франческа начали расследование незаконной шахты. Они отправились вверх по течению реки, чтобы найти доказательства. То, что они увидели, шокировало их. Огромные машины вырубали деревья, а химические отходы сливались прямо в воду. Марк сфотографировал все, что увидел, и отправил материалы в экологические организации и СМИ. История семьи Андерсонов и затерянной деревни быстро стала известна всему миру. Люди требовали справедливости, но опасность была еще не позади. Работники шахты узнали о расследовании и начали угрожать Марку и Франческе. Они понимали, что правда может разрушить их бизнес. Марк и Франческа не сдавались, несмотря на угрозы. Они знали, что должны защитить не только семью Андерсонов, но и всю деревню, которая стала их домом. С помощью активистов и журналистов они организовали кампанию, чтобы привлечь внимание к происходящему в джунглях. Вскоре история семьи Андерсонов стала главной новостью во всем мире. Люди были потрясены тем, как семья выжила в таких условиях, и возмущены тем,
что их страдания были вызваны человеческой жадностью. Международные организации начали расследование деятельности шахты. Химические отходы, которые отравляли воду, были остановлены, а виновные привлечены к ответственности. Деревня начала восстанавливаться, а жители получили доступ к чистой воде и медицинской помощи. Семья Андерсонов наконец смогла вернуться домой. Их возвращение было трогательным и радостным, но они знали, что их жизнь уже никогда не будет прежней. Они пережили слишком много, чтобы просто забыть. Софи, теперь подросток, стала символом надежды и мужества. Ее история вдохновила миллионы людей бороться за справедливость и защиту природы. Семья Андерсонов вернулась домой, но их жизнь уже никогда не будет прежней. Они пережили невероятные испытания, но их история стала символом надежды и борьбы за справедливость. Софи, теперь подросток, стала голосом для тех, кто не может говорить. Ее мужество и решимость показали, что даже в самых темных уголках мира можно найти свет. Она начала выступать на международных конференциях, рассказывая о своем опыте и призывая людей защищать природу и права уязвимых сообществ. Роберт и Эмили, несмотря на свои травмы, нашли силы начать новую жизнь. Они основали фонд, который помогает жертвам экологических катастроф и поддерживает исследования в области защиты окружающей среды. Лукас и Мия, которые когда-то были слабыми и больными, теперь стали активными защитниками природы. Они участвовали в программах по восстановлению лесов и обучали других детей тому, как важно заботиться о планете. История семьи Андерсонов стала не просто рассказом о выживании. Она стала напоминанием о том, что каждый из нас может изменить мир, если будет бороться за то, что важно. А джунгли, которые когда-то казались такими опасными, теперь стали для них символом надежды и новой жизни. А как вы думаете, смогли бы вы выжить в таких условиях, как семья Андерсонов? Поделитесь своими мыслями в комментариях.